Парни! Нужны большие огромные яйца, чтобы подписаться на такое. И у вас они есть. Теперь вы мужчины. Критики говорят, что «Бегущий человек» — это возвращение к варварским временам римского Колизея. У вас есть шанс выиграть. Вы боец, Ричардс. Когда нас будут транслировать во всех штатах, ваш пример будет помогать наращивать наш воловой национальный продукт. Мы будем номер один в мире снова! У вас есть все, чтобы победить в игре. Зрители жаждут увидеть того, кто продержится до конца, и кое-кто был близок. 29 дней в первом сезоне. Но лишь особенный человек выдержит 30. Вы рисковали ради других людей и семей, пора бы рискнуть ради своей. Беритесь за дело. Пусть заплатят наличными. Итак, парни, вы готовы победить? Да! Мать вашу! Я сказал, вы готовы победить? Да! Подпишите, и жизнь вашей семьи изменится навсегда. Любой отец хотел бы этого. Вот вы и бегущий человек. Это увлекательно. Критика общества. Мы потребляем чужую боль. Абсолютное зло – это когда твою смерть транслируют в прайм-тайм, а зрители смотрят ее с попкорном. Какие реалистичные параллели с современным обществом, с лайками и гламурными ведущими вы не находите? Писатель уже тогда, 40 лет назад, предвидел феномен реалити-шоу, которые заполонили сегодня все современные устройства и соцсети. Книги Стивена Кинга «Долгая прогулка» и «Бегущий человек» — это своего рода одно пророчество. Один и тот же социальный диагноз, но рассказанный по-разному. It was very exciting to get a call on my phone from Maine, and it was Stephen King, and we had a really nice chat that I will remember forever. Стивен Кинг намеренно организовал выход этих экранизаций в 2025 году, чтобы создать диалогию нашей цифровой эпохи. Если в «Долгой прогулке» мы проживаем страдания вместе с героями и проявляем сочувствие, то в «Бегущем человеке» мы развлекаемся погонями и перестрелками в сатирическом шоу. Эти два фильма объединяет существующая реальность, которая уже давно обогнала выдуманную книжную антиутопию. Несмотря на то, что сегодня я буду говорить о «Долгой прогулке», потому что считаю произведение более глубоким и эмоциональным, но суть будет одна, и можно смело провести параллели между двумя этими картинами. Эти фильмы нацелены на разные аудитории, чтобы разными приемами достучаться до нас. «Долгой прогулке» я поставил наивысшую оценку. Прослушав мою паранойю, надеюсь, вы поймете причину. Болен этот мир, болеет общество, и я сам болею. Это и есть моя паранойя. Экранизация одного из мрачных романов Стивена Кинга. Роман был издан в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. История основывается на первых реальных реалити-шоу, пеших маршрутах длиной в 50 миль, которые в 60-х годах проводили телерадиостанции США. Сюжет этого фильма основывается на событиях прошлого и переносится в вымышленное антиутопическое будущее. Я не буду критиковать фильм ни за темп, ни за измененный финал, ни за как будто бы неглубоких персонажей. Я не буду критиковать это кино, потому что этот фильм передает смысл, рассуждение, атмосферу и суть книги. Стивен Кинг, как продюсер, сценарист этой картины, вместе с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом создал не просто киноадаптацию, он создал киноэссе, и ядро замысла осталось целым. Ноги твои, милые твои ноги. Не замедляйся. Нельзя.
Рэй. Предупреждение. Рэй, Срок не представляешь, действия не 23. Я просто хочу обняться. Пожалуйста, просто обняться. Знаю, я подвел тебя, прости меня. Дом седьмой. Прости меня. Продолжай идти! Все хорошо! Это кино создано не для развлечения, а для констатации диагноза. Нам продают страдания, унижение как развлечение. Нам шортс за шортсом внушают, что жестокость и потребительство – это нормально. Долгая прогулка – это метафора больного общества, современный вектор дороги деградации, в котором лайк становится мерой, личность растворяется в публичном спектакле фальши под прицелами объективов. А тренды становятся правилом, в которых зритель голосует лайком, комментирует и влияет на судьбы участников. Долгая прогулка, бегущий человек – это логичная проекция будущего лайк-демократии, в которой из каждого зрителя сделают винтик системы. Очень важно понять, что системе выгодно поощрять клиповое мышление с культурой коротких упрощенных сообщений. Такая стратегия сожжет вашу способность к глубокому критическому мышлению, ко всему, что делает нас свободными личностями. Долгая прогулка передает глубину, безнадегу, давление, физическую и психологическую пытку. Серые цвета, безжизненные поля сорняков, общее увядание передает истощение и безысходность. Это духовный ад, могила человеческой надежды, и только широкая дорога, как язва, символизирует деградировавший театр абсурда с палачами и зрителями. Дорога – это путь обездоленных и отчаявшихся неудачников, которые оправдают слепой патриотизм своей жертвой на телеэкранах. Вы уже узнаете современные мотивы? Мы выставляем свою личную жизнь на всеобщее обозрение, мы мечтаем о лайках, мы сами формируем алгоритмы успешного успеха. Стань знаменитым, будь успешным, получи одобрение, а правила игры нам продиктует система. Молодое поколение хочет получить все, не прикладывая усилий. Они хотят славы и денег, но не хотят ничего делать. Примером для подражания должны быть ученые, физики, инженеры, изобретатели. А не те, чей единственный вклад в развитие человечества – это домашнее порно, участие в реалити-шоу или миллионы подписчиков в соцсетях. Это же просто безумие. Дорога – это метафора нашей современной жизни. Это погоня за выдуманными и навязанными идеалами. Герои фильма – это неудачники из современной жизни, которые не стали успешными, богатыми, но потеряли самих себя. Они расходный материал для поддержания апатичной общей массы системы. А их смерть – это удовлетворение спроса на острые ощущения. Это мир, где человеческие эмоции и духовность превращены в товар. Им уже все равно. Они осознали, что в этой системе им уже не победить. Социальный лифт уже не работает. Упорно учиться уже недостаточно. Вам это ни о чем не говорит? Вы чувствуете себя винтиком, пытающимся догнать разогнавшийся экспресс? Для Стивена Кинга было очень важно передать то, что он осознанно или интуитивно понял и предвидел. Долгая прогулка, несмотря на свою монотонность, повторяющиеся сцены ходьбы, аскетичность мизансцен, скудные декорации, отсутствие экшн-сцен и спецэффектов, все же дает основной потребительский контент – смерть. Все герои этой прогулки погибают. Их казнят на глазах у зрителя. Это то, что зритель ждет, и он, несомненно, это получит. Это наживка, чтобы на нее обратили внимание. Писатель маскирует основную идею за ширмой триллера, и для таких зрителей фильм будет, наверное, недостаточно увлекательным, зрелищным и интригующим. Наверное, фильм будет для них не совсем кинговским, ведь он эксплуатирует жестокость, но суть иная. Поэтому фильм снисходительно похвалит, но успешным он вряд ли станет. За кажущейся простотой сюжета скрывается не только критика общества, которая перекликается с современностью, но и философское рассуждение о свободе воли в тоталитарной системе. Ужас не в солдатах с винтовками, расстреливающих подростков. Ужас – это добровольное согласие на правила и отказ от свободы ради выживания и иллюзий безопасности.
Ужас в том, что это мы, зрители этой кровавой трансляции. Вы узнаете себя в зеркале мрачной антиутопии. Вы узнаете идеалиста хорошего парня, который отказывается от тех, кто его любит, ради иллюзии успеха и возмездия. Вы узнаете оптимиста бездомного, который будет бороться до последнего, но разочаруется и ожесточится. Вы узнаете психосадиста, которого искалечило общество равнодушных циников насмешками и издевательствами. А может, вы узнаете себя в персонаже майора, палача системы, вдохновляющего патриотическими речами и указывающего на врага, который не такой, как все. Да, все герои фильма — это мы с вами. Мы, равнодушные и жестокие, которые со своего молчаливого согласия или одобрительного крика готовы на все, что угодно ради удовлетворения своих инстинктов, ради комфорта, одобрения, уважения, признания или богатства. Стивен Кинг говорит о системе, в которой майор — это безэмоциональный менеджер-бюрократ, а все мы добровольные винтики в бездушной машине, и мы сами своим участием вкручиваем себя в систему. Система — бесчеловечный механизм, который расчеловечивает. Этот механизм искажает смысл и превращая надежду в цинизм, дружбу в конкуренцию, любовь в слабость. В такой системе любой акт неповиновения всего лишь крик совести, который утонет в вакууме добровольного рабства. В такой системе единственный акт свободы воли — это смерть. И участники этой прогулки прозревают. Они осознают, что единственный выход из смертельной гонки — это отказ от участия, власть над собственной смертью. И это не поражение, это акт сопротивления. Кинокартина задает мучительные вопросы, обращенные в наш разум. Что такое настоящий ужас? Может, ужас в том, что мы убиваем человечность в себе? Надежду мы заменяем цинизмом, моральное убеждение мы называем слабостью, а дружбу мы подменяем конкуренцией. Главные герои, несмотря на конкуренцию, выбирают дружбу. Они понимают, что победит только один, но они объединяются, чтобы сохранить в себе человечность. Они борются с системой, самым важным оружием, совестью, взаимопомощью, состраданием, и тем самым они влияют на каждого героя. Человеком можно быть в любой ситуации. Правила можно изменить, если протянуть руку помощи. Даже если ты погибнешь, ты останешься в сердце друга, и эти простые принципы меняют мир к лучшему, и фильм говорит именно об этом. Стивен Кинг показывает не руины постапокалиптического мира, а руины человечности. Культ потребления в долгой прогулке превращается в потребление смерти на постоянной основе, удовлетворение зрительского спроса на острые ощущения. В обществе, где все монетизировано и упаковано, где даже эмоции и душа становятся товаром. Писатель говорит, тоталитаризм будет не в форме концлагеря, а в форме реалити-шоу, в котором жертвы будут сами платить за свое участие. Кинофильм «Долгая прогулка» и «Бегущий человек» — все это об одном и том же, о добровольной диктатуре. О чем говорят эти произведения Стивена Кинга? Система контроля будет построена на современной инфраструктуре. Соцсети — досье на каждого. Алгоритмы рекомендаций — управление вашим вниманием. Культ популярности — это механизм управления. Наш выбор контента — это кнопка управления. Мои размышления — это моя паранойя современного миропорядка, в котором конкуренция за подписчиков и лайки стали законом. А наш современный мир — это фундамент, это подготовительные классы к той самой долгой прогулке, на которую мы уже вступили. Стивен Кинг на связи. Напоминаю, сегодня воскресенье, но вы еще успеваете дотопать до ближайшего кинотеатра и глянуть долгую прогулку. Договорились?